Меня зовут Дмитрий Песин. Я работаю в университете штата Вирджиния в городе Шарлоттсвилл. В этом университете я профессор физики, специализация моя теория конденсированного состояния. Если говорить о том, как я пришел в науку, то путь в нее начался в городе Харьков, в Украине, где я родился. И физикой я заинтересовался серьезно, видимо, в старшей школе, в классе, видимо, 9. Вот. И все началось с физических олимпиад. Я помню, что в 9 классе мне почему-то очень хотелось попасть на олимпиаду. И вот в 9 классе я попал на областную олимпиаду в Харькове. Там у меня получилось, так сказать, победить на ней. И после этого как-то я уже до достаточно зрелого возраста все время участвовал в олимпиадах. Вот, в общем, достаточно успешно. И как-то вопросов о моей дальнейшей карьере у меня не возникало. Может быть, ее предопределил тот факт, что мои родители являются физиками. И мама, и отец. Мой отец был, а мама является физиком. Но они как-то меня никогда не склоняли к такой карьере. То есть я знал, что это возможно. Я, так сказать, проводил достаточное количество времени в университете, поэтому, видимо, как-то общение с, так сказать, с университетскими людьми накладывало свой отпечаток на мои интересы. Но родители мне не говорили, что ты должен пойти по нашим стопам и обязан быть физиком. После окончания школы я пошел учиться на физический факультет Харьковского национального университета, где я проучился 5 лет и, в общем, получил мою специальность теоретическая физика конденсированного состояния. Хотя я не всегда был уверен, что я хочу этим заниматься. Если я правильно помню, где-то в районе 3-го курса я, не знаю, заскучал, что ли. Я решил, что нужно как-то оживить мою жизнь. Я написал кучу писем разным ученым, зарубежным, где, грубо говоря, написал, что вот есть в Харькове такой парень, и мне вот интересно, так сказать, как занимаются физикой не только в Украине, какие есть возможности за рубежом. И вот я хотел бы сотрудничать с этими людьми, и если, так сказать, они проявят какой-то интерес, я, так сказать, готов продемонстрировать мои способности на каких-то там тестовых задачах. И несколько человек ответили на это письмо, и, в частности, я познакомился с 2 людьми таким образом. Один из них был Геннадий Зиновьев. Он вообще работал в Киеве в институте Боголюбова, но был представителем Украины в ЦЕРНе, Европейском центре ядерных исследований. И с ним я много общался в течение моего обучения в Харьковском национальном университете. Благодаря ему я попал на 2-месячную стажировку в ЦЕРН, в летнюю школу в ЦЕРН, где я провел пару месяцев после 5-го курса. Но я все же решил, что физика высоких энергий, которой я бы занимался с ним, была не совсем тем, в чем я был заинтересован. Поэтому я ушел в аспирантуру ко 2-му человеку, знакомству с которым я был обязан вот этому письму, к Антону Андрееву. В то время он работал в университете Колорадо в Болдере, а потом перешел в университет штата Вашингтон в Сиэтле. И вот я приехал к нему в аспирантуру. У него защитился, получил степень доктора философии. После этого я был постдоком в Техасе, в университете Остина, у Алана Макдональда. Я 3 года провел. А после этого получил позицию уже профессора в университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити, где я и проработал 6 лет, после чего, получив теньер, я перешел в свое нынешнее место работы в университет штата Вирджиния. И с тех пор я работаю там профессором, занимаюсь исследованиями в области физики топологических сред. Сейчас я занимаюсь рассмотрением физических свойств, в частности транспортных и оптических свойств
систем с так называемой нетривиальной топологией. Тяжело, конечно, объяснить, что такое нетривиальная топология за время интервью для публики, которая не является специалистами, но я могу попробовать. Для того, чтобы объяснить, что такое топология, я совершу фривольное действие. Мне понадобится вот этот ремень. И все знают, даже публика неподготовленная, что обычно ремень носят вот таким образом. Застегивается пряжка, и ремень превращается вот в такую ленту. Этот ремень выглядит несколько потертым, потому что он у меня с времен моего обучения в Харьковском национальном университете. Это очень хороший ремень. Вот возникает вот такое колечко. Если же я застегну ремень неправильно, то есть я его опять расстегну, перекручу этот конец и вставлю его обратно в пряжку, у меня получится так называемая лента Мёбиуса. Чем же отличается эта лента Мёбиуса от ремня, который застегнут правильно? Обратите внимание, что здесь есть участок этой ленты, который перекручен, говоря простым языком. Если я буду смотреть на этот ремень на каком-то ограниченном локальном участке, я не смогу отличить ленту Мёбиуса от ремня, застегнутого правильно. Да? Просто у меня здесь полоса. Но если я посмотрю на этот ремень глобально, я увижу, что мой ремень застегнутый правильно, и ремень Мёбиуса отличаются друг от друга наличием вот этой перекрученности. И никаким способом я не смогу ремень Мёбиуса превратить в правильно застегнутый ремень, не расстегнув его или не разрезав его. Таким образом, эти объекты отличаются топологически. Что можно сказать о свойствах этого ремня с точки зрения этой топологии? Совершенно отдаленный пример от того, что я делаю, может, тем не менее, быть сформулирован так. Представьте, что вы муравей. Муравей, который живет на правильном ремне. И обе поверхности этого ремня покрыты едой для муравьев. Но муравей не может переходить с поверхности на поверхность, поэтому этот муравей сможет съесть еду, скажем, вот на этой поверхности и никогда не доберется до еды снаружи ремня. Если он, конечно, не умеет перелезать через борт ремня, но представим, что он не может перелезать через борт ремня. Если я застегну ремень, как ремень Мёбиуса, мой муравей теперь может собирать еду с обеих поверхностей этого ремня. Вот если я начну на этой поверхности, и вы проследите за моим пальцем, обратите внимание, что, обойдя ремень, я попадаю на другую поверхность. Соответственно, у такого муравья, который живет на таком ремне, будет в 2 раза больше еды. Это безумный, но тем не менее пример, который показывает, что топология объекта может влиять на его физические свойства. Чем занимаюсь я? Я занимаюсь тем, что исследую, как влияет топология волновых функций в кристалле на наблюдаемые свойства электронов вот в этом кристалле. Оказывается, что волновая функция, это квантово-механическая характеристика электрона или любой частицы, может выглядеть чем-то вроде вот этого ремня, который я сейчас показывал. Например, если представить волновую функцию до какой-то степени как направленной стрелкой, это, конечно, очень абстрактное описание, но тем не менее можно представить, например, стрелки, которые образуют ежик, будут отличаться топологически от стрелок, которые, скажем, расположены вот все в одном направлении во всех точках пространства. Вот оказывается, что волновые функции, то, как они организованы в кристалле, влияет на то, как происходят явления, скажем, транспорта, переноса электронов из одной части образца в другую, или на то, как образец взаимодействует с электромагнитным излучением. Это предмет изучения оптики. Вот, грубо говоря, это является предметом моих нынешних интересов. Я занимаюсь фундаментальной наукой, фундаментальной физикой. Поэтому о немедленных практических применениях, честно говоря, речь не идет. Но это нормально.
это нормально. Развитие науки происходит следующим образом. То, что является фундаментальной наукой сейчас, оказывается прикладной наукой через достаточно большое количество времени, обычно через несколько поколений. То есть, грубо говоря, знание, новополученное знание сейчас, так сказать, расходится по прикладным областям физики, по инженерным дисциплинам и рано или поздно находит какое-то практическое применение. Поэтому то, что сейчас является прикладными дисциплинами, любой вид инжиниринга, который связан, может быть, с конструкцией микроволновых печей или холодильников, или телевизоров, было передовой наукой полвека или 70 лет назад. То есть передовая наука сейчас будет основой для чего-то другого еще через полвека. С одной стороны, это очень, очень долго. Ждать отдачи полвека хотят не все агентства, занимающиеся спонсированием исследований. С другой стороны, достаточно много агентств, которые, в общем, готовы давать гранты на фундаментальную науку. Но надо понимать, что если отменить фундаментальную науку сейчас, то через 50 лет СВЧ, печи будущего перестанут работать или не будут существовать. Развитие физики в 20 веке, безусловно, было определено событиями физики в начале века. И речь идет, конечно же, о создании специальной теории относительности и общей теории относительности Эйнштейном, Пуанкаре, Лоренцем и другими людьми, которые внесли свой вклад, а также создание квантовой механики Нильсом Бором, Гейзенбергом. Бессмысленно перечислять, так сказать, отцов-основателей квантовой механики, они все титаны. То есть эти два факта предопределили, конечно, развитие физики в 20 веке. Если говорить о 21 веке, о относительно недавних событиях, то, конечно, нужно говорить о конкретных дисциплинах, конкретных подразделах физики. Если говорить об астрономии, то детектирование гравитационного излучения от черных дыр в процессе слияния было очень важным событием, которое приведет к новому витку развития астрономии, которое будет основано не на наблюдении за небом в электромагнитном излучении или не наблюдении за частицами, нейтрино, заряженными частицами, протонами, а на наблюдении за гравитационными волнами. Это как бы еще одно окно во Вселенную и в ее историю. Это что касается астрономии. В физике высоких энергий, конечно, было открытие бозона Хиггса, которое подтвердило правдивость стандартной модели взаимодействий, которая существует на данный момент. Если говорить о моей области, о физике конденсированного состояния, то последние 10-15 лет прошли вот под знаком эффектов топологии в кристаллах и не в кристаллических веществах. То есть, наверное, на данный момент вот эти области плюс все, что связано с квантовыми вычислениями, квантовыми компьютерами, которые, естественно, основаны на квантовой механике и ее следствиях, наверное, предопределит, так сказать, следующие 10 лет исследований во всех этих областях. Если говорить о тех задачах, которые сейчас стоят перед физиками, и, как я уже сказал, физика разнообразна. Физика разнообразна. Как в свое время, естественно, натуральная философия распалась на физику, математику, биологию, химию, так вполне возможно физика скоро распадется на астрономию, физику высоких энергий, физику частиц или физику конденсированного состояния, которой я занимаюсь. Поэтому каждая из этих частей физики имеет свои цели, имеют свои достижения. Из тех достижений, которые я перечислил, например, детектирование гравитационных волн,
является успехом. Он уже достигнут, и на его основании будут проводиться последующие исследования, и он предопределит развитие этой области. Но, например, пример, который я привел, связанный с квантовыми вычислениями, квантовыми компьютерами, является примером нерешенной проблемы, которую, тем не менее, человечество, физики, ученые пытаются всеми силами решить. Даже уже есть квантовые компьютеры с небольшим количеством так называемых кубитов вместо транзисторов. Несколько компьютеров с небольшим количеством кубитов уже были построены, но, конечно, до практических применений дело пока не дошло. Вот эту проблему пытаются люди решить. Если говорить еще о моей специальности, моей области, и говорить о том, какие практические последствия могут быть у деятельности, которую мы ведем. Наверное, самое главное из них – это будет вопрос о получении энергии и хранении энергии в какого-то рода батареях. Это сейчас является первостепенной задачей, естественно, ввиду так сказать, кризиса с углеводородными и источниками энергии, которые основаны на добыче углеводородов. Если говорить о нерешенных задачах в физике высоких энергий, то можно упомянуть отклонение от стандартной модели. В частности, вот знаменитый Большой адронный коллайдер, на котором, собственно, и был найден бозон Хиггса, был построен не для того, чтобы найти бозон Хиггса, а для того, чтобы найти отклонение от стандартной модели взаимодействия, которую мы сейчас имеем, от того, как мы понимаем, как устроена природа. Пока что никаких отклонений от этой стандартной модели найдено не было, что, безусловно, вводит многих ученых в депрессию. Если говорить о космологии, астрофизике и связи с физикой высоких энергий, с физикой частиц, то самой главной тайной на данный момент, по сути, является существование темной материи, объяснение, что это такое, откуда она берется и имеется ли связь этой темной материи вот, со стандартной моделью взаимодействий, как мы ее знаем. Ну вот в этих каких-то направлениях, видимо, и будет двигаться наука в ближайшее время. Если говорить о самых перспективных направлениях физики, то в дополнении к тем, которые я уже перечислил, наверное, можно упомянуть биофизику и использование идей и методов, которые были развиты для других задач совершенно в биологии. Наверное, это одно из самых интересных направлений, ну, просто потому что оно связано с тем, что волнует любого человека, так сказать, с жизнью, с ее происхождением, с биологией человека, с старением, в конце концов, продлением жизни. То есть то, о чем все мы думаем, когда мы не занимаемся физикой, в общем, может рассматриваться биофизикой. Поэтому применение физики в биологии, нейробиологии, наверное, является очень-очень интересным направлением. Я хотел бы продемонстрировать один из способов решения физических задач, который может применяться фактически к любому разделу физики одинаково успешно, для того, чтобы не выбирать какой-то конкретный раздел. И метод решения физических задач, который я хотел бы описать, называется методом анализа размерностей. Для того, чтобы понять, в чем состоит метод, нужно упомянуть, что такое размерность физической величины. По сути, размерность физической величины показывает ее связь с базовыми величинами некоторой системы единиц. Например, в системе единиц интернационал, так называемой Си, базовыми единицами, которые описывают все механические явления, являются масса, длина и время. С помощью единиц массы, длины и время можно построить любую величину, которая связана с механическим движением объекта. Например, скорость объекта имеет размерность длины, разделенной на время.
я буду длину обозначать латинским символом L, а время латинским символом T. Например, размерность силы. Как мы знаем, согласно второму закону Ньютона, сила равна массе на ускорение. Соответственно, размерность силы является произведением размерностей массы и ускорения. Размерность массы есть просто масса, а размерность ускорения можно понять, заметив, что ускорение – это скорость изменения скорости. Таким образом, ускорение имеет размерность длины, разделенной на квадрат времени. И так далее. Так можно построить любую величину. Например, если мы хотим применить этот метод анализа размерности в его самом примитивном виде, мы можем задать себе следующий вопрос. Допустим, у нас есть шар, сделанный из какого-то материала, имеющий радиус r и имеющий плотность ρ. Здесь греческая буква ρ описывает плотность этого материала. Как мы можем, используя метод анализа размерностей, найти массу этого шара? Мы можем рассуждать следующим образом. С помощью имеющихся величин плотности и размере шара мы должны построить такую комбинацию этих величин, которая имела размерность массы. Для того, чтобы понять, как построить эту величину, давайте посмотрим на размерности величин. И плотность, естественно, имеет размерность массы, деленная на куб длины, на объем. Плотность есть масса единицы объема вещества. А радиус шара, естественно, имеет размерность длины. То есть он измеряется в метрах. Чтобы получить величину с размерностью массы, очевидно, мы должны взять плотность шара и умножить на куб его размера. Это совершенно тривиальное утверждение, которое говорит о том, что чтобы найти массу шара, мы должны умножить его плотность на его объем. Но вот, тем не менее, с точки зрения метода анализа размерностей, можно рассуждать вот так. Полное выражение со всеми коэффициентами восстановленными выглядит так. Масса равна 4π натрий r в кубе умножить на плотность, на ρ. Okay? И несмотря на всю простоту и тривиальность этого результата, он очень важен. Например, он говорит о том, что если у человека имеются два клубня картофеля, один из которых в 2 раза больше другого, то больше из них содержит в себе в 8 раз больше еды. Это важный факт для любого человека. Естественно, метод анализа размерностей не позволяет нам восстановить численный коэффициент в формуле для массы, которую мы получили 4π натрий. Его, к сожалению, получить нельзя, а можно получить только прямым вычислением. Вот этот метод размерностей, анализа размерностей, является очень важным в физике, и он позволяет получать результаты, получать ответы там, где более точное, более детальное решение совершенно не очевидно. В моей собственной судьбе был эпизод, который привел меня к пониманию важности этого метода, и связан он с моей мамой. Когда я был очень маленьким, я не знал, и вернее не помнил правильную формулу для объема шара, который вот здесь написал 4π натрий r в кубе. Вернее, я помнил, что есть формула, которая содержит 4π натрий r в кубе, а есть формула, которая содержит 4π r в квадрате. Это формула для поверхности, площади поверхности шара. Когда я был очень маленький, я не знал разницы между этими двумя формулами. Я пришел к маме и спросил маму, какая из этих формул описывает объем шара. И мама сказала, ну подумай, ты говоришь об объеме и пытаешься этому объему приписать величину с размерностью квадрата длины. То есть 4π r в квадрате имеет размерность квадрата длины. Объем шара может быть квадратом длины. Тогда я был ошеломлен простотой и мощью этого рассуждения, потому что я долго мучился, я не мог понять, какая из этих формул правильная. Вот. И с тех пор, я не помню, сколько мне лет было, ну, наверное, 12. Наверное, стыдно признаваться, что в 12 лет я не знал формулу для объема шара. Но, тем не менее, с тех пор я проверяю размерности всех величин, которые я когда-либо вычисляю, потому что это невероятно мощный способ. Один какой-либо язык общения межчеловеческого, наверное, не имеет такого уж сильного влияния на то, как человек занимается наукой. Безусловно, знание русского языка помогает
просто в личном общении, в каком-то смысле он определяет принадлежность некому кругу людей, и это важно для человека. Человек является социальным животным, если можно так сказать. Владение русским языком или каким-либо еще языком позволяет иметь доступ к источникам информации на этом языке. Русский язык в этом смысле специальный язык, потому что это язык физики, советской физики. Есть много журналов, в которых статьи написаны на русском языке и которые нельзя больше найти нигде. Эти статьи часто являются важными, поэтому способность их прочесть, некоторые из них не были переведены на английский язык, в общем, является приятным следствием владения языком. Но, конечно, язык более важен в социальном плане, чем в научном. Если говорить о слове года, или тем более слове десятилетия, то нужно различать, опять же, разные области физики. Наверное, мне нужно говорить о той области физики, в которой я работаю. И для этой области физики я занимаюсь физикой конденсированного состояния, физикой многих частиц. Главным словом последнего времени является словосочетание «квантовая запутанность». Это словосочетание описывает ситуацию, в которой так называемые волновые функции различных объектов являются несепарабельными, они неотделимы друг от друга. По сути, это еще один способ говорить о квантовых корреляциях. О чем идет речь? Дело в том, что наш мир очень сложен, он состоит из множества частиц, множества объектов, и в принципе можно было бы предполагать, что все эти объекты, все эти частицы описываются одной какой-то большой волновой функцией Вселенной. Вот. На практике, конечно, такое описание бессмысленно, потому что просто невозможно было бы определить настолько сложную функцию. И возникает вопрос о волновой функции каких-то отдельных объектов, отдельных частиц. Оказывается, что если два объекта взаимодействуют, то они описываются вот такой единой волновой функцией, и волновая функция каждого из этих объектов, грубо говоря, не существует. То есть нельзя полностью предоставить квантовое описание такого объекта, не зная состояния его партнера, так сказать, с которым они взаимодействуют. То есть волновая функция вот таких взаимодействующих объектов является несепарабельной. Она не разбивается на волновые функции отдельных частей. Но можно сказать, например, что благодаря квантовой запутанности существует новый способ классифицировать фазы веществ. Например, все со школьных дней знают, что существует газообразная фаза, жидкая фаза и твердая фаза, кристаллическая фаза веществ. Иногда плазма добавляется к этому списку. Вот оказывается, что понятие квантовой запутанности приводит к еще одной классификации фаз, в частности электронных фаз в веществе. В каких-то фазах волновые функции являются запутанными, а в каких-то они таковыми не являются. То есть это еще один способ классифицировать состояние вещества, например. Соответственно, вот эта квантовая запутанность, вот это такое чисто квантово-механическая характеристика частиц, с одной стороны, является основой для еще одной классификации фаз вещества, с другой стороны, на ней основано действие квантовых компьютеров, с третьей стороны, это понятие лежит у основ квантовой механики, и размышления о нем, грубо говоря, приводят к тому пониманию квантовой механики, которое мы сейчас имеем. Поэтому, наверное, вот для людей из моей области это самое главное не слово, а два слова последнего времени. На вопрос о моих предпочтениях в книгах или кино ответить невозможно, потому что вопрос должен быть задан по-другому. Чтение или кино?
Книга, наверное, уже не является более источником печатной информации. Я читаю более-менее все время, но чтение именно книг занимает, честно говоря, очень мало из этого полного времени. То есть я читаю по работе, я читаю статьи, которые связаны с интересующими меня общечеловеческими темами, связанными, так сказать, с обществом, в котором мы живем. Поэтому чтение происходит непрерывно. Чтение книг более не является, так сказать, единственным видом этого самого чтения, которое доступно человеку. Вот. А кино я тоже очень люблю, но я его использую не для того, чтобы познать тайны искусства и кинематографии, а для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. Вот. Поэтому я очень люблю фильмы, но легкие. Моя память устроена таким образом, что я запоминаю общую канву повествования и мои ощущения от книги, но не сами детали какие-то сюжета. Поэтому я, например, помню, что я проглотил «Тихий Дон». Я не мог оторваться, я его полностью просто проглотил. От «Мастера Маргариты», «Тихий Дон» Шолохова, «Мастера Маргариты» Булгакова я не мог оторваться. Ну вот, наверное, вот такие произведения знаковые. Это и есть мои, можно сказать, любимые книги. Я произносил фамилию Мигдал уже, и я, наверное, произнесу ее еще раз. Мигдал занимался многими вещами. Он, в частности, знаменит своими работами физики ядра, ядерной физики, и работами по физике систем многих частиц, многочастичных системах. Какие 3 совета я бы дал молодым ученым? Самый главный и первый совет – это начинать рано. По сути, как я уже говорил, физика требует знания очень большого количества фактов, и это знание накапливается в течение очень долгого времени. Второй совет, который я бы дал, касается выбора темы исследований. Особенно, если речь идет об исследованиях в аспирантуре, об исследованиях, таких исследованиях, которые будут потом темой научной диссертации, нужно выбирать сложные вопросы. Вопросы, в которых ничего не понятно, и в которых происходят, наверное, в результате потом самые интересные вещи, именно потому, что никому ничего не понятно. Вот. То есть, наверное, в молодости лучше решать сложные задачи. Потом с возрастом можно решать простые задачи, а сложные задачи отдавать молодым людям. Вот. И последний совет, наверное, практический совет. Если вдруг молодой человек начинает заниматься какой-то научной задачей, нужно знать историю вопроса. Знание истории вопроса создает ощущение важности того, чем этот молодой человек занимается. Без ощущения важности того, чем ты занимаешься, очень тяжело чем-то заниматься долгие годы, а именно долгие годы занимают исследования, которые являются серьезными исследованиями, которые потом ведут к научной степени. Поэтому нужно читать, нужно знать литературу, нужно знать, кто об этом уже думал, что об этом думал, и тогда будет ощущение важности происходящего. Тогда будет легче мучиться над задачей. Стоит, если для этого есть данные и есть ощущение, что никакая другая профессия не подойдет.